Криминальный гипноз. Как работают мошенники-гипнотизеры? О том, что на улицах людям приходится сталкиваться с криминальным гипнозом, часто говорят в прессе. Приходится признать, что существуют преступные схемы, в которых для получения выгоды используется гипноз. Люди, которые его применяют, могут выглядеть совершенно по-разному. Это могут быть и женщины в пестрых цыганских юбках, предлагающие предсказать судьбу, и таинственные незнакомцы, и просто прохожие, ничем не отличающиеся от обыкновенных жителей городов. Для осуществления своей криминальной деятельности такие гипнотизеры выбирают, как правило, наиболее людные места – вокзалы, парки, центральные улицы, электрички. Главным для них является потребность привлечь внимание жертвы, на несколько мгновений вас задержать или остановить. Чаще всего это делается с помощью самого простого вопроса. Например, узнают, который час, или просят закурить. Как правило, ничего не подозревающий человек на некоторое время фиксирует свое внимание на преступнике, и этого нередко бывает вполне достаточно, чтобы началась работа по погружению в гипноз. Специалисты быстрого психологического гипноза знают, что любой человек замирает, если контакт с ним несет в себе такие реакции, как неожиданность, внезапность, испуг, симпатия, резкое изменение положения тела в пространстве, резкий звук, свет, запах, психологическое сочувствие. Любые гипнотизеры понимают, что в соответствии с принципом подобия они должны быть во всем похожи на человека, с которым вступают в контакт. Зная эту хитрость, представители криминального сообщества довольно легко установят контакт с посторонним человеком. Существуют специальные приемы, которые помогают подстроиться под нужного человека, например, если незаметно и с задержкой копировать жесты гипнотизируемого. При этом важно понимать, что на этапе установления контакта гипнотизируемый не должен замечать, что ему навязывают что-либо. Поэтому опытные мошенники так строят контактный разговор, что вы сами почувствуете желание обратиться к ним с той самой просьбой, которую предусмотрели в своем плане сами преступники. Талантливый мошенник очень наблюдателен, является хорошим актером и способен симпровизировать в любой непредвиденной сценарием ситуации, поэтому будет выглядеть и действовать очень убедительно. Есть и еще один очень важный момент в криминальном гипнозе. Главная тайна криминального гипноза заключается в том, что выбирать в качестве объекта мошенники будут только того, кто заведомо наименее устойчив к чужому воздействию. Каким образом преступники вычисляют жертву в толпе, пока однозначно сказать невозможно. Во многом благодаря опыту мошенники умеют по нескольким признакам определить внушаемую личность, не проводя никаких предварительных тестов. Итак, когда внимание жертвы привлечено и контакт с ней установлен, криминальные гипнотизеры переходят к следующей стадии – фиксации и удержанию внимания. Это возможно только в том случае, если объект заинтересуется тем, что ему якобы предложит мошенник. Гипноз наступает тем скорее, чем лучше у гипнотизера получится разжечь интерес у жертвы к какому-либо предложению. В этом случае сознание человека уже затуманивается, он не в состоянии адекватно оценивать происходящее вокруг него, в то время как мошенник не дает ему прийти в себя. Если даже загипнотизированного объекта попытается кто-либо отвлечь, жертва сама захочет участвовать в спектакле. Как уже упоминалось, для установления контакта и удержания интереса мошенники учатся чувствовать эмоции другого человека, стараются быть наблюдательными и замечать мельчайшие детали видимого и слышимого мира. Еще один секрет – это прикосновение к правой руке человека. Такое действие порождает взаимное доверие, симпатию и очарование. С точки зрения науки, это объясняется тем, что правая рука человека и ее рецепторы занимают в коре головного мозга человека более чем четвертую часть всей его площади. Таким образом, через правую руку можно сильно воздействовать на сознание. Установив контакт и удерживая внимание объекта, гипнотизер совершает ряд действий, чтобы максимально ограничить внимание жертвы и обратить его на внутренние ощущения и образы. Появляется измененное состояние сознания. Его наступление гипнотизеры отмечают по наблюдаемым признакам транса. Они могут быть заметны даже невооруженным глазом.
Самым важным признаком трансового состояния является фиксированный взгляд с расширенными зрачками. Человек замирает, его дыхание замедляется. Именно в это время гипнотизеры делают то, ради чего привлекали внимание жертвы, сообщают загипнотизированному какую-то информацию, дают установки и уходят, достигнув своей цели. Как правило, человек будет спокойно стоять, даже если у него вынимают кошелек из кармана, снимают драгоценности и так далее. Жертва не только не будет сопротивляться, но после даже и не будет помнить, что же, собственно, произошло. Чтобы подвести небольшой итог, напомним, что психотехнику наведения транса в криминальном гипнозе можно разбить на несколько важных моментов. Гипнотизеру для успеха его задумки нужно сделать следующее. Первое. Привлечь внимание и войти в контакт. Второе. Зафиксировать и удержать внимание на каком-либо внешнем или внутреннем объекте или явлении, переживании. Третье. Максимально ограничить и зафиксировать внимание. Четвертое. Перевести сознание клиента в состояние транса. Пятое. Зафиксировать и углубить возникающий транс. Шестое. Кодировать человека в нужных гипнотизеру целях. И последнее. Кодировать стирание из памяти всего, что связано с гипнозом.